Всё работает, все нормально, везде он напоминает, что если все-таки хотите что-то предложить за отдельное, под видео есть ссылка на донатный сервис, и там можете спокойно сделать донат и в поле для сообщения, например, вставить свой вопрос, на который я обязательно отвечу. Также есть поле, куда можно вставить ссылку под видео YouTube, и тогда мы посмотрим это видео все вместе. То есть оно отобразится посредине экрана, как-то оно так будет выглядеть. Видео должно быть короче 10 минут, и донат должен быть, если мне не изменяет память, в районе 500 рублей. Также есть ссылка на то, чтобы купить рекламу. Вот внизу слово «реклама». После того, как вы пройдете по ссылке, напишите свой рекламный текст, оставите там контакт, какую-нибудь почту, телефон, если это необходимо, то там появится большой оранжевый прямоугольник, в котором будет целый месяц висеть ваша реклама. Если вас таких будет двое, пятеро, то эта реклама будет периодически меняться. 20 секунд одна, 20 секунд другая, и так будут ходить по очереди. В течение месяца. То есть примерно где-то 10 стримов, скажем так. Будет выхлоп или не будет, я не знаю. Все зависит от того, что вы напишете, как вы напишете. Заинтересуете ли вы людей, которые это прочитают, чтобы написать или позвонить вам. Как-то оно вот так. Ссылки там блокируются, поэтому... блокируются они, во-первых, потому что многие пишут и скрывают ссылку каким-нибудь сокращателем, вроде бы. А человек, который все это прочитает, во-первых, он не будет делать скриншот с моего стрима, чтобы потом эту ссылку переписать. Ну, а на экране видео она, как понятно, делает неактивно. И опять же, по умолчанию там стоит, вы ссылку пишете большими буквами, маленькими буквами, то есть это имеет какое-то значение. А у меня все приравнивается к одному определенному стилю. И ваша ссылка, даже если человек ее перепишет, все равно не будет работать. Как-то оно вот. Также напоминаю, что в каждом моем стриме будет проходить розыгрыш. Розыгрыш начнется с момента, когда я перейду к вопросам, и будет идти 30 минут. За эти 30 минут вы должны подписаться на мой канал на YouTube, ВКонтакте, на Boosty. Это все работает. Это сделано специально для того, чтобы вы были посчитаны. После розыгрыша можете обратно отписаться, если вам это так принципиально. После этого поставить лайк под видео, где вы его смотрите, опять же, ВКонтакте, на Ютубе.
и нажать кнопку «Поделиться ссылкой», отправить это на свою страницу, еще куда-нибудь, чтобы привлечь побольше людей. По окончании стрима я считаю общее количество лайков, которые собрал этот стрим, то есть 5 лайков на Ютубе, 10 лайков в ВКонтакте, еще пара площадок есть. Суммирую это число, перехожу на страницу к победителю. Если на Ютубе, то получается, допустим, 10 лайков. Под последним 10 видео появляются мои лайки. То же самое в ВКонтакте, но там уже не буду делить видео, не видео. Последние 10 постов будут лайки. В общем-то, как-то оно вот так. Ну а теперь переходим к вопросам, которые вы нам присылали. Выпуск сегодня будет коротенький, поэтому как-то оно вот так. Вот появился обратный отсчет с числом участников и, соответственно, позже появится, если появится победитель. Вот на эту штуку внимания не обращаем, она исчезнет и будет появляться только когда кто-то делает определенный действие. Ну а первым вопросом будет кризис у американских банков. На днях разорился какой-то там силиконовый банк. Документы к банкротству подготовил еще один крупнейший банк. И, как сообщают новости, больше 90% всех банков несут большой ущерб. Но, если честно, я не понимаю, что я должен прокомментировать в этой новости. Ну, давайте представим, что случилось страшное, все американские банки разорились, началась гражданская война, опять разделились на север и юг, опять одни ввели рабство, другие объявили свободу. Что изменится вновь? Я думаю, ничего. Сейчас каких-нибудь оппозиционеров спонсирует Америка. После этого будет спонсировать какая-нибудь полная Англия. Ну, оппозиционерам придется затянуть ремешки потуже. И, пожалуй, на этом все изменения закончатся. Будут всякие акции, которые сейчас идут, например, когда позавчера, на днях прошел Оскар и лучшее документальное кино про Лешу Навального. Как изменится судьба Леши Навального, история умалчивает. Хочется ответить цитаты из одного старого хорошего кино: «А в тюрьме сейчас макарон».
Ну, сходили, показали, толкнули речь про то, что вот смотрите, страдает демократия. И это наглядный пример, как с вами поступят, если вы будете писать под их дух. Да, первоначально, если дойдете с какого-то успеха, будете красиво жить. Разрешат покупать айфоны, разрешат покупать самсунги, еще что-то. Но когда придет момент с вами распрощаться, вас просто выкинут. Да. И вот плавно перешли к Леониду Волкову, который покинул ФБК. Суть истории простая. Леонид Волков написал письмо с просьбой освободить от санкций руководителей Альфа-групп. Потом наехал на Веник. Веник слил информацию о том, что Леня вот такой вот негодяй. Если бы я был на месте Волкова, я бы сказал правду. Да, ребят, нам были срочно нужны. Мы предложили определенную цену за свои услуги. Нам нужны были деньги на то, чтобы развалить Россию. Влада Путина. Деньги получили, письмо написали. Но Волков пошел по глупому и неправильному пути. Начал кричать, что это все я не я, лошадь не моя, ничего не писал. Когда появилась фотография с письмом и подписью, это все прифотошопили. Когда появились другие доказательства, написал, ну да, было так-то. Ну и показал то, что все руководство этого самого РПК просто-напросто сидит и врет. А когда оно врет? Когда открывает рот. Ну и все на этом и закончилось. Через месяц, 2, 3 про этого персонажа мы, скорее всего, уже и забудем. Будут вспоминать про него какие-нибудь патриотично настроенные блогеры, которые будут нам рассказывать всякие сказки, байки из жизни данного персонажа. Ну, если честно, лично мое мнение, персонаж был нулевым, не приносил какого-то там положительного эффекта от слова совсем. Ну хорошо, он покинул ФБК. Вместо него будут сидеть другие персонажи. И с точно таким же выражением лица просить донаты, отрабатывать годичку и все остальное прочее, как, впрочем, был и прикол. Поэтому просто сменили говорящую голову одну на другую. И все. Тем временем в Беларуси батька Лукашенко подписал указ, сдал закон, который вводит смертную казнь за измену родине для военнослужащих и чиновников. Новость прошла, не скажу, что незамеченно, но как-то, на мой взгляд, тихо. Было пару
возгласов про то, вот, смотрите, батя правильно поступил, нам тоже. Лично я думаю, что если какого-то военного на участке специальной войсковой операции поймают за измену, на стукачестве, на том, что он передает украинской стороне какие-то данные. Дело даже до трибунала не дойдет, он просто случайно поскользнется, случайно упадет, случайно выстрелит из пистолета, который чистит. И на этом все закончится. Мы об этом не знаем. Родители этого военного просто никакие не получат положенные выплаты, и все будет прям вот будет прям вот все хорошо. Но на месте бы нашего правительства я бы пошел немножко дальше. Например, бы ввел смертную казнь за какой-то физический ущерб физическому состоянию человека. То есть, грубо говоря, убил кого-то, причем убил с целью убить, а не случайно уронил на стройке кирпич, который пролетел 3 этажа и пробил голову прораб. Совершил специально задуманное. Ну, пока нет, не видел. Должна появиться. И не стоит вот ограничиваться вот этим вопросом. Измена, прочее. За измену, на мой взгляд, выгоднее держать. Вот кто-то звонить начал. Да. Что хотели? Я думаю, как вас вежливо послать, чтобы не сильно обидеть. Какое оборудование? Ну, прошла модернизация, хорошо. Меня это как затратит? Ваша компания мне десяток писем шлет с этим докладом. И зачем мне еще звонить? Хорошо, поставьте галочку, что мне позвонили, и я... Прошла модернизация оборудования в соседнем доме и предлагают новый тариф. Попытались. Новый тариф, но новый тариф мне не сильно нужен, потому что надо модернизировать еще свое оборудование. Ну да ладно, уйдем от смертной казни. Сообщают, что маркетплейсы вроде Озона, Вайлдберриса и прочих российских выставок интернета обяжут проверять подлинность товара. Интересно будет посмотреть на это событие.
Я против какой-либо конторы, против вообще ничего нет. Ну, например, захожу на всем известный Алик, вижу наушники, которые выглядят как обычные айфоновские наушники. Там AirPods 2. Читаю описание. Мне прям там открытым текстом рассказывают. Смотрите, вы можете купить эти наушники в любом Apple Store задорого. Можете купить у нас всего за 1500. Почему такая дешевая цена? Потому что это хорошая, качественная подделка. Наши наушники могут сделать все, что делают айфоновские наушники. Точно такая же картинка красивая на экране, точно такие же способности, точно такая же беспроводная зарядка. Все точно такое. Но делается все это из китайского барахла в России. И поэтому цена всего 1500 рублей. Захожу на тот же самый магазин, только уже Marketplace. И там цена уже не 1500 рублей, а уже где-то в районе десятки. То есть 10 тысяч рублей. Как называется магазин на Алике? Я знаю, точно так же он называется и на нашем отечественном Marketplace. И там уже в описании тоже та же самая картина. То же самое видео. Все то же самое. Но нет в описании ни одного слова про то, что это качественные подделки. Просто описание скопировано с того же Apple Store. Хорошие, качественные фирменные наушники, которые могут это, могут то, могут все. Хорошо. Допустим, хозяин маркетплейса издал указ, что вот такой закон есть, теперь вы все должны предоставить мне сертификат о том, что у вас настоящее оборудование, а не какая-то там левая подделка. Этот сертификат будет продаваться, я не знаю, в зависимости от покупателя, от 1000 до 100 тысяч рублей. В зависимости от уровня конторы. Если кто-то будет продавать фирменные носки Adidas, это будет 1000 рублей. Если продавцу нужен будет сертификат из какого-нибудь арабского магазина, что все это куплено там по серым поставкам, перевезено в Россию и продается здесь как настоящее оборудование, то вот, пожалуйста, вот он документ с арабской вязью, арабскими печатями, арабским номером телефона, не верит, что это настоящий. Вот телефон, позвоните, вам на понятном арабском языке спросят, что вы хотите. И вы найдете какого-нибудь арабского переводчика, который скажет, что мне нужно подтвердить это и это. Кто-то будет заниматься поиском арабского перевода? Нет, он просто посмотрит на бумажку. Да, бумажка. Бумажка есть, печать есть. Все отлично. Да, в Уголовном кодексе есть специальная статья, которая будет все это каким-то боком регулировать. Но как оно все это будет регулировать? Пока неизвестно. Поэтому подождем, когда все это заработает, и посмотрим, как оно все это заработает. Господин Пригожин
который глава уже всемирно известного оркестра Вагнера, становится постоянным участником моего стрима. То есть я его видел с ним уже, наверное, в каждом выпуске. Вот прислали вот такой видео. Нормально? Теперь по поводу политических амбиций. Стой так, чтобы тебе было меня хорошо видно. Сейчас будет очень важное заявление, которое поразит всех россиян и весь мир. Делаю политический каминг-аут. Политический каминг-аут, громче говорю, чтобы все слышали. У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг. И я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты. В президенты Украины. В президенты Украины. И буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы в президента Украины, то тогда будет все хорошо, ребят. Снаряды будут не нужны. Сань, не переживай. Если прилетит, значит президентом Украины останется Зеленский. Стрелять надо точно. Все. Всем привет. Более интересного троллинга давно уже не видел. По большому счету, к этому выступлению добавить нечего. И по завершении сегодняшнего выпуска, а выпуск, как я сказал, будет короткий, потому что интересного кино не попалось. Распаковка, не знаю, может быть, будет в следующем выпуске, а может быть и не будет. Сегодня с утра пришло уведомление, что какой-то звукосниматель в Казани. Обычно, если в Казани, то через сутки в Нижнем, еще через сутки в Сарове у меня в городе, и еще где-то примерно через 2-3 суток попадает на почту. Но иногда вот на этой простой дорожке случаются небольшие затыки, и на какой-нибудь, не знаю, как это у Почты России называется, где перебирают посылки, сортируют, раскладывают, может застрять и на неделю. Поэтому, да, надеюсь, что будет в следующем выпуске, но кто его знает. Ну и в завершении новость про то, что Государственная Дума Российской Федерации готовится к войне с блогерами. Человек, который прислал эту новость, забыл прокомментировать, что он имел в виду. То, что какую-то девицу за то, что она налоги не платила, тормознули на выходе из налоговой инспекции. Или то, что семья Мизулиных опубликовали очередной список трэш-блогеров, которые занимаются рекламой казино. Ну, из списка тех блогеров я смотрю только Хованского, вернее, не смотрю, слушаю. И мне интересен такой вопрос. Ладно, хорошо. Хованский рекламирует казино. Это с точки зрения государства плохо.
с точки зрения Хованского, это обычный заработок. То есть, допустим, вы обратились ко мне и сказали, вот тебе 100 рублей, а давай ты расскажешь вот про наш сервис. И я расскажу про ваш сервис. И у него все точно так. Не платят налоги, ну... Он сейчас где? В Сербии живет? И то, что он не платит налоги, это проблема Сербии. Может, лучше проверить тех блогеров, которые здесь у нас сейчас, например, тот же Стас, ай как просто. Когда он был на Ютубе, смотрел пару-тройку его роликов. Ну, когда что-то касается узкой технической тематики, смотреть можно. Если что-то и понесло в сторону более возвышенную, то данного персонажа просто глючило, колбасило. И я был на него подписан, не помню. Неделю-две, не больше. Когда попробовали закрыть того же Хованского, данный персонаж, как только мог, старался пропиариться на этом деле. Обсирал Хованского как только мог. А сейчас, смотрите, он рассказывает с честным лицом нам про то, как мы должны воевать, донатить и все остальное прочее тому подобное. Вот лично я считаю, что если какой-то персонаж решил купить бронежилеты, каски, квадрокоптеры, рации, бинты, туалетную бумагу, еще кучу всякого разного, палатки, тренировочные сетки, что-то решил купить для людей, которые без всего этого находятся на специальной рисковой операции. То он должен, ребят, вот смотрите, лично я, вот список того, что мы будем покупать. На это нужно собрать X рублей. Вот моя 1000, я ее в этот сервис достаю, на эту карту ложу. Вот смотрите. Все. После этого сбор окончен. Из нужной суммы собрали столько-то, закупили вот это, вот это, вот это. Вот скриншот чеков, вот скриншот купленного товара. Вот мы его видео, как мы его загружаем в машину. Вот оно едет. Вот видео с пацанами, которые в грязных окопах, не в очень чистой форме, стоят, говорят нам спасибо за то, что мы все это купили и им привезли. Как-то так все это должно быть. А то, что кто-то там рассказывает, давайте собирать деньги на это, давайте собирать деньги на то. Кажется, у меня то же самое в моем стриме. Да, у меня то же самое в моем стриме. Но я не буду говорить, что я собираю деньги для специальной войсковой операции. У меня на днях, точнее сказать, вчера, сдох вот такой вот винчестер. На этом винчестере на 500 гигабайт была база данных iTunes. То есть весь винчестер, там вся музыка, все хранится. Переустановил Windows, нажал кнопочки. И после установки
нового iTunes, все мои плейлисты, все песни, которые я лайкал, все мои прослушивания, все сохраняется в течение долгих, не знаю, когда 2004 iPhone был, вот с тех самых пор. И он взял и умер. Да, у меня есть бэкапы, у меня все это сохранилось. Но так получилось, что файлики, которые вот идут в плейлисты, все вот это прослушивание, оказывается, они у меня не сохранились. То есть музыка, все вот это файло, вот это все есть. Это я ничего не потерял. И вот мне вот, пожалуйста, сейчас упадет донат на 2500 рублей. И я зайду на китайский маркетплейс и куплю себе еще один вот такой же диск. И на нем будет мой новый iTunes. Скиньте больше, куплю новый микрофон, новые звуковые карты, новую камеру. То есть все эти деньги я потрачу на себя. Вот честно. Ни на какие нужды Министерства обороны эти деньги я переводить не буду. Поэтому я не буду объявлять о том, что я веду спор на это, если я на это деньги переводить не собираюсь. И вот гражданка Мизулина, и старшая, и младшая, нужно подумать об этом. То прошла информация, что ФСБ будет контролировать все эти споры. Прошла, а результат вот. Да, их стало немного меньше. Появились какие-то голословные отчеты о том, что да, мы купили то-то, то-то, фотографий нету, или есть фотография, ну, чеков нет, потому что там какая-то важная информация о том, что ты купил радиостанции не за 1000 рублей, а за 500, о том, что ты собрал 1 000 000, а потратил 200 000, а все остальное на обслуживание нового айфона пошло. Где подобные отчеты нормально? Если государство будет контролировать, я не говорю о том, что все должны одевать специальную одежду. Ты продавец, ходишь в зеленый. Ты продавец техники, ходишь в оранж. Ты грузчик, одеваешь еще какого-то цвета роу. ИТР носят такую одежду, эти носят такую, передвигаются по левой стороне улицы. Только в это время все действия в интернете. Но у нас не государство Оруэлла, который, кстати, писал не про Россию, а про Англию. Да, у нас бывает, что люди у власти врут. Бывает, что люди у власти воруют. Бывает, что люди у власти еще каким-либо боком нарушают законодательство. Но если у вас есть данные об этом, пишите письмо в Следственный комитет, прокуратуру, МВД, ФСБ. У всех этих контор есть отличные страницы в интернете, где вы можете заполнить все данные, рассказать о каком-то там происшествии,
И все это проверит. Не быстро, но проверит. И если преступление было совершено, а не вам показалось, что оно совершено, то, скорее всего, фигурант унесет какое-либо наказание. Да, может случиться так, что следователь обратится и скажет: на вас поступила вот такая-то жалоба, вы как к этому причастны? И знаете, у меня что-то тут вот карточка вот нашлась, давно на ней баланс не попал. Куда раз, дзинь, ой, пополнился работой. Но я пишу, что вы к этому не причастны, да? Я правильно все понял? Но это, я не знаю, это все на уровне отечественного синематографа. Посмотрите любой сериал, где какого-нибудь обиженного мента показывают, прокурора, еще кого-то. И там обязательно будет этот сюжет. Напишите сразу и в прокуратуру, и в МВД, и в Следственный комитет. Ну, не может такого быть, что везде, во всех конторах будут взяты. Наверняка найдется хотя бы один человек, который это все проверит. Ну, а тем временем розыгрыш подошел к концу. Владос Зес сказал, что он подписался, но при этом его подписка как-то не высветлена. Когда эту штуку я вставлял, потестировал немного, просил на скрытый от всех стрим подписаться. И она показывала, что подписка проходит. Через уведомление «Подпишись», которое пришло. Откуда пришло? Кому пришло? Кто его отправлял? Я бы рад поручить YouTube или ВКонтакту, чтобы они отправляли уведомления о том, что нужно подписаться на меня. Но они, к сожалению, это не делают. Поэтому победителей нет. Ну а стрим заканчиваю. Всем пока, увидимся, если ничего не случится, в пятницу. Как-то, ну, вот так. Ну, всем пока. До пятницы пишем письма, делаем донаты и прочее, что еще там нужно делать. Как-то